Клянусь, уже с этого момента жизнь изменится. И после даже сегодняшнего обряда достаточно для того, чтобы в вашей жизни начался просто нереальный фарт во всех делах. Исчезнут болезни, исчезнут невезения, исчезнет страх, в жизни появится богатство, тепло, уют, наслаждение, благородность и так далее. Так. Не забываем о том, что у нас не диалоги, а монолог. Давайте еще раз. У нас не диалоги, а монолог. Никаких вопросов не задаем. Только когда скажу. Искры увидели, это все ваши переживания. Поверьте мне, никому это совершенно не интересно. Терпеливо это. Знаете, что у вас это есть? Что вы хотите от меня? Чтобы я объяснял вам конкретно. Сейчас у нас здесь огромное количество народа. Каждый сейчас скажет мне о том, что он видел. И на этом марафон закончится. Давайте так не делать. Не совершайте ошибок. Давайте мне возможность с вами поработать. Мне и так тяжело. Дайте возможность поработать. Дальше. Представлять нужно, что тело черное, на нем одеты украшения. Делаю это без вас, также читаю мантру. Мантра, как же она там, сейчас я вспомню, мантра Падмы, Нетры. А вот такую я буду мантру. Хрим Ом Я. Представляем, будто пьем молоко с открытыми глазами, закрываем, представляем, будто закрытыми глазами выплевываем кровь изо рта. И вместе со мной с выдохом хо произносим. С открытыми глазами молоко во рту, с закрытыми кровь выплевываем. Делаем просто через зубы вдох с открытыми глазами, выдох со звуком хо с закрытыми. Представляем перед собой поле, а на поле представляем солнце. Вы представляете это все, а я выстраиваю программу на вас. У меня сегодня 9-й день голодания. Зачем мне это, скажите? Объясните, зачем мне эта информация? Объясните, зачем эта информация всем? Произносим с открытыми глазами ах, закрытыми охо-хо. Ах, охо-хо, ах, охо-хо, ах, охо-хо, ах, охо-хо, ах, охо-хо, ах,
выдыхаем. Дальше представляем себя с большим нимбом. Это для того, чтобы стать популярными. Произносим хим на вдохе, на выдохе пра. Представляете, будто над головой у вас дворец, сделанный из золота. Ничего не делайте, я сам все построю вам. Дальше у человека есть определенный орган. Вот этот орган называется палец-мизинчик. Палец-мизинчик отвечает за человеческие желания, связанные с человеческим, наверное, одержимостью сексуальной. Нет ничего более плохого для человека, чем одержимость сексуальной. Очень часто именно сексуальная одержимость забирает у человека жизнь. Дальше женитьба на деньгах. Сейчас буду проводить вам женитьбу на деньгах. Вы просто сидите, я сам проведу вам женитьбу на деньгах. Давайте вместе. Итак, представьте, будто вы стучитесь в дверь. И дверь открывает, если вы женщина, мужчина красивый, если вы мужчина, женщина красивая. В свадебном платье, вы в свадебном платье, если вы женщина, или если вы мужчина в свадебном костюме красивом, вам открывает двери, стоит женщина очень красивая, сияющая, вся в золотых украшениях. Это ваше благополучие жизненное. Или мужчина очень красивый, красивый, молодой, расчесанный, это ваше материальное благополучие. Если вы женщина, он берет вас, обнимает и говорит: я так тебя ждал, любимая, целует вас в губы, кружит вас. В случае, если вы мужчина, подхватываете невесту, кружите. Вокруг вас, у вас в помещении находится со всех сторон золотом украшенные стены. Ничего не делайте, я все сделаю сам. Сидите и произносите вместе со мной Хрим Ом Я. Хрим Ом Я, 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 Хрим Ом Я. Просто сидите, я читаю мантру. Допустим, представили бизнес, поставили на нем спицу фуриока, поставили или сделали вот такой шиллингам, нижнюю часть можно не представлять, а просто столб, сверху над бизнесом представили вот этот котел и вот такой вот огонь. И вам необходимо в этот огонь для вашего бизнеса бросить либо вот это, либо вот это. А хорошо, если и это, и это. Поняли? И это, и это. Если вы будете только радостью наполнять ваш котел, то тогда у вас радость будет привлекать только тех людей, которые будут покупать или искать для радости. Но я хочу вам открыть тайну. В большинстве своем люди, когда покупают какой-либо продукт или у кого-либо, из-за того, что они нищие, бедные, несчастные, они испытывают боль. Вот вы, когда шли сюда во время вебинара, или вот вчера вы, позавчера начали покупать это все, то ваши близкие, а также вы начали испытывать боль. Боль от того, что денег не хватает, боль чувственную, боль от того, что у вас невезение, боль от того, что боль вызвала злость, боль от того, что у вас трудности, боль от того, что вы некомпетентны, у вас что-то не получается, и вы начали выделять боль. Поэтому, когда вы пришли и покупали, то вы шли на эту боль. То есть вам необходимо было создавать магнит боли для того, чтобы вы пришли. Данила, включи. Магнит боли. И были вторые люди, которые шли и ой, ура, мы сможем побыть, потому что мы уже были, и нам это приносит радость, мы там с Дуйко, это нам принесет радость. То есть мне нужно создавать вот в этом котле, не только радость, но еще и боль. Это необходимо убирать путем
вот такого вот обряда, с которого мы сегодня будем, в общем-то, начинать. И начнем все сначала. Технология, понятно, чем будем заниматься. Вот этим сегодня будем заниматься. Делать астральные проекции, делать ментальное полотно. Но первое, что будем делать, это, конечно же, создавать наши чувства. Все эти наши чувства, которые мы будем создавать, они для нас важны. Еще раз, то, что я рассказал сегодня утром, я, к сожалению, вынужден буду повторить еще и вечером, потому что вечером придут люди, которых не было на утреннее занятие. Есть такой вариант, что я это повторю еще и завтра с утра, поэтому не обижайтесь за зря потерянное время, просто каждый раз я буду добавлять что-то к этому дополнительное. Договорились? Ничего страшного. Это ура. В случае, если я не говорю соблюдать пост, соблюдать ничего не нужно. В случае, если вы соблюдаете как хотите, мы здесь с другими задачами. Итак, я объединяюсь со всеми учениками школы, которые сегодня находятся или присутствуют во время данного марафона, а также с теми, кто оплатил самостоятельно данный марафон, а также с теми, кто сейчас находится, с теми, кто оплатил данный марафон, находится рядом и сидит рядом с ноутбуком или телевизором, рядом с этими людьми. Я всех, кто оплатил, где бы они ни находились, перед телевизором или нет, а также те, кто сейчас находится рядом с теми, кто оплатил, рядом с ними и смотрит на один и тот же экран, я объединяю всех с собой и соединяю со своей программой. Я вам очищу пространство. Сейчас. Ом махум хахрем махум хахрем махум хахрем махум хахрем махум хахрем махум хри. Очищу вам пространство. Уберу у вас из квартир подклады. Уберу с вас порчи из глаза. Ого, есть шось. Здравствуйте, уважаемые господа. Я рад, что вы присоединились к моему марафону, который посвящен энергии денег, материальному благополучию. Я прямо обещаю вам, что данный марафон скажется на вашу судьбу необычным, просто нереальным способом. Отныне, с этого момента, прямо с сегодняшнего дня, проблемы, которые связаны с недостаточностью материального состояния в вашей жизни, будут полностью нейтрализованы и уничтожены. Я прямо обязую, что после окончания данного марафона в вашей жизни жизнь по принципу материального разделится до прохождения этого марафона и после прохождения этого марафона. Один из самых, скорее всего, монументальных марафонов, которые когда-либо я проводил, я задумал провести сейчас. Дальнейшие будут, конечно же, не хуже, но мне внутренне реально очень надоедает, когда ученики школы зарабатывают мало, когда ученики школы до сих пор ощущают материальные трудности, до сих пор пытаются как-то решать это все и так далее. Мы маги. А маг сам под собой подразумевает то, что человек, который занимается магией, не может никогда быть бедным, больным, униженным, оскорбленным и так далее. То есть все это работает по принципу магии. Ну и как это работает, мне придется вам раскрыть тайны, о которых вы не знали, а я не очень стараюсь делиться сокровенными тайнами, но я это сделаю прямо во время прохождения данного марафона. Давайте быстро всех посмотрим, кто пришел. Данила, закрой шторки, пожалуйста. И там Влад привезет фломастеры. Дашь мне фломастеры еще, хорошо. Ну что, и сейчас начнется. Ну что, началось.
Почему мы обычно начинаем марафон на 5 минут позже? Это связано с тем, что обычный человек не может почему-то зайти. Сейчас начнется. Не могу участвовать. Как мне увидеть? Что же делать? Давайте быстро поставим. Сейчас произнесите вслух свое желание максимальное. Произнесите одно желание. Я хочу на протяжении года. И дальше скажите самое невероятное. Только это желание должно быть связано с материальным благополучием. Не подходят желания найти хорошую работу, не подходят там купить квартиру и так далее. Давайте пусть желание будет такое. Я хочу разбогатеть. Я хочу Смотрите, в случае, если у вас, допустим, сейчас заработок в месяц $100, то можно хотеть 10 тысяч долларов в месяц. Если вы зарабатываете сейчас 10 тысяч долларов, можете сказать 100 тысяч долларов в месяц. То есть пусть желание будет таким. Я хочу 100 тысяч долларов в месяц. Я хочу 1 миллион долларов в месяц, если вы зарабатываете уже по 100 тысяч. Если по миллиону зарабатываете, можете 5 миллионов написать. Но давайте как-то скромнее. Нельзя, если вы зарабатываете 100 долларов, сразу хотеть в месяц 10 тысяч. Если 100 долларов 1000, если 500 долларов там 2000, если у вас там 1000 долларов, ну можно 10 тысяч. То есть в 10 раз давайте или в 100 раз. Не знаю, но немного, не надо много. Вот такое желание. Глядя мне в глаза, произнесите его. Произнесли? Дальше произнесите еще какие-либо свои желания недостижимые. Хочу свою квартиру, хочу собственный дом, хочу собственный бизнес, хочу там. Произносите, когда я буду махать палочкой. Теперь произносим еще раз. Теперь произносим еще раз вот эти слова. Только уже не учителю, а можете учителю. Когда же стихи писать, прямо сейчас начинайте. Первое занятие прошло замечательно, спасибо. Спасибо большое. Между этим занятием и вечерним, которое начнется, кстати, у нас 5 часов, есть время, напишите 4 двухстишия. А с мужем будет работать. В случае, если он рядом с вами сидит, будет. В случае, если его рядом нет, не будет. Супер вебинар. Спасибо. Будет очень интересно. И РТ-коды тоже не читать? Пока нет. Рахмет. Рахмет. Хамдулилях. Купрахмет. Да, Купрахмет. Машаллах, хамдулилях. Во время семинара прислали долг. Ура! Ах, шайтаны. Как ощутить любовь от людей? Никак. Я почему-то сейчас, как успокоилась, приземлилась, как будто нормально. Конечно, это очень правильно. У вас, смотрите, чем отличаются люди от людей, которые богатые, от людей, которые бедные. Бедные все время возбуждены, у них все время желание. А богатым вообще ничего не хочется, у них все есть. И они заставляют себя, чтобы желания появились. У бедного человека нет, у него все время желания, низменные, средние, высокие. У богатых людей этого нет. Они просто вот играют уже как в игру, сами себя заставляют, сами для себя придумывая желания. Когда человек что-либо покупает, вы должны знать, когда человек что-либо покупает, он покупает это, и первое, покупает это, если его притягивает соответствующее чувство. Ради чего человек что-либо покупает у другого человека? Первое, ради того, чтобы испытать радость. И ради того, чтобы испытать боль.
Человек покупает что-либо для того, чтобы испытать либо радость, либо боль. Смотрите, как боль испытывает. Жена пошла покупать шубу, при этом покупать вместе с мужем, который должен деньги заплатить. То есть, а кто-то продает шубы и подходит к какой-то шубе, и рядом с этой шубой, находясь, человек начинает смотреть на ценник, и что он делает? Испытывает боль муж, а она испытывает радость. Таким образом, что ищет человек? Он ищет ту шубу, которая будет создавать у него наибольшее состояние боли. Ужас какой. И второй вариант. Она ищет шубу, которая будет создавать наибольшее состояние радости. Произносим намо. Намо, 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 намо. Представляем, будто высоко в небесах есть Бог. Складываем руки и произносим: я добрый человек, я служу доброму Богу. Представляем, будто Бог берет всех людей, и представьте, будто весь мир остановился, и все люди хотят вас обнять крепко и прижать к себе. И делаем такие движения. Представили, будто Бог — это большие крылья. Он собирает всех людей к вам. А все люди хотят вас обнять. Представьте, будто вы сидите на горе, на высокой, а внизу смотрите очередь огромная. Огромная очередь людей со всех сторон. И эти люди подходят к этой горе и складывают богатство свое, кланяются перед вами, целуют подножье горы и уходят от вас. А вы делаете вот такие движения. Представляем, будто в ладони нам льют воду. И пьем ее. Ничего не представляем, просто сидим. Произносим намо. Намо. Намо, намо, намо. Делаем вот так движение. Делаем такие движения. Отдыхаем. Также в случае, если у вас что-то болит, это говорит о том, что вы можете это отдать в свой алтарь привлечения в свой бизнес тех людей, которые будут покупать что-либо, и они с болью будут приходить покупать, и вы это им сможете отдавать. То есть фактически вы отдаете свою боль, свое невезение, свою некомпетентность, посвящая это своему бизнесу, или притягивая, или создавая магнит вот такой боли, для того, чтобы притянуть свой бизнес или притянуть себе компонент, который будет искать такую боль. То есть вы притягиваете людей, которые хотят совершить покупку, которую вы сформировали в виде намерения, или своего желания. И это все будет вот таким образом срабатывать. Ну и здесь по поводу радости посвящайте хорошие события в вашей жизни, допустим, там чтение там радостных каких-либо текстов и так далее, или там общение с детьми, посвящайте этому, или посвящайте элементам радости. Четкие молитвенника не будут вам мешать. Нет, мне ничего не будет мешать. Ваш пей ничего не будет, ваш пей.
Давайте еще раз договоримся для тех, кто только пришел. Итак, для тех, кто только пришел прямо сейчас, хотел бы сказать несколько слов. А давайте все вместе сделаем так, чтобы у нас получился монолог, а не диалог. Потому что если мы представляем, будто пьем молоко с открытыми глазами, закрываем, представляем, будто закрытыми глазами выплевываем кровь изо рта. И вместе со мной с выдохом хоп произносим. С открытыми глазами молоко во рту, с закрытыми кровь выплевываем. Вернее, использовать. Я буду давать уникальные просто тайны вам. Они просто потрясающие. Обычный человек, который живет обыденной жизнью, никогда до этого не додумается. У него никогда не будет возможности додуматься до этого или что-то сделать. Я буду говорить о тайнах мироздания, я буду говорить о том, что такое деньги, с чем это связано вообще, как или кто дает нам это имущество, от чего или с какими проблемами связана его потеря, ну и так далее. То есть все ответы на все вопросы, которые есть у человека, они будут вам отвечены. Я обычно то, что сегодня буду вам говорить, не рассказываю в ступенях. Тем и отличаются мои марафоны, что во время марафона человек может получить уникальную, ни на что не похожую информацию. Ну, все зашли, я думаю. Много вас. Таня К, здрасте. Очень рад видеть. Багуненко Эмма, здрасте. Елена Костылева, Константин Задерей. Сегодня есть люди, которые придут только на вечернее занятие. Поставьте ноги на землю и левую правую ногу на землю поставьте обязательно сейчас. По возможности, если на вас обувь, оставьте ее, ладно, пусть она будет, ничего страшного. Ничего не представляйте, просто посидите. Это обряд второй, называется построение астрального существа. Чем больше его вам построю, тем вы психически здоровее будете, и тем больше в вашей жизни будет здоровья и богатства. На пол можно поставить ноги вместо земли? Ну а куда их поставить? Вам в землю закопать их или что? Ох, вы даете. Ну, да вы даете. У вас свои задачи, вы за это деньги заплатили, у меня свои задачи. Договорились? Монолог, монолог. Я говорю, вы отдыхаете. Итак, еще раз то же самое я делаю с вами. Итак, что я сделал сейчас с вами? Первое, я сейчас должен вам выстроить астрального двойника, и я его строю, усиленно этим занимаюсь, насколько это получается, и делаю еще раз такие движения, просто сидите. Интересная информация, она где-то вас будет поражать, просто очень нервировать где-то и так далее. Ну что, с чего бы начать? Ну и начнем, наверное, вот с чего. Вот смотрите,
На сегодняшний день у меня есть определенная задача. Эта задача, она является для меня ключевой. Зачем я вам буду рассказывать о задаче? Потому что для вас это тоже является элементом построения визуального образа, и вы будете знать, как работать с собой или даже с каким-либо человеком за деньги, в случае, если вам придется раскручивать для кого-то бизнес. В эзотерике есть такое понятие, оно называется человек. Человек является магнитом, или который может быть человеком, который отталкивает, или человеком, который притягивает. Но как любая система, для того, чтобы, вот смотрите, вентилятор, он может отталкивать воздух, а может притягивать или всасывать воздух в раструбе. Точно так же и наша энергия жизни. Мы можем либо втягивать, либо отталкивать. И здесь есть такой момент. Если вентилятор крутится, то даже если есть двигатель, если есть вентилятор, то должна же быть какая-либо ось у вентилятора. Ну, конечно, у каждого вентилятора должна быть ось. Также и у человека. В случае, если человек начинает либо притягивать энергию денег, либо отталкивать энергию денег, то это без оси сделать невозможно. Ось — это некая система или некая такая стан или основа, на которой крепится данный вентилятор. В большинстве своем, в случае, если у человека нет такой оси, то человеку бесполезно начинать заниматься эзотерическими практиками денег, бесполезно ему отталкивать неприятности или бесполезно что-либо притягивать. Что это за ось? Это некая спица, о которой я рассказываю в первой ступени, она называется спица Фуриока. Итак, для того, чтобы человек начал притягивать деньги или отталкивать неприятности в своей жизни, нищету, допустим, ему необходимо вначале выстроить спицу Фуриока.